Целительные возможности киселя Изотов испытал на своем опыте. После того, как доктор перенес клещевой энцефалит, у него сформировался неутешительный букет заболеваний: ишемия, сбои сердечного ритма, повышенное давление, мочекаменная болезнь. После систематического употребления этого продукта Изотов стал буквально другим человеком. Он исцелился от своих заболеваний, стал более энергичным и укрепил свою иммунную защиту. Технология приготовления киселя Изотова. В 3-литровую банку высыпаем 0,5 кг овсяных хлопьев. Добавляем 5-7 столовых ложек молотого овса. Зерна овса перемолоть на кофемолке. Добавляем 100 грамм кефира. Лучше домашнего пробиотического. Все заливаем водой до верха банки. Сверху прикрываем крышкой и убираем в теплое, темное место. Смесь воды, кефира и овса или других перемолотых зерновых представляет собой идеальную питательную среду для развития бактерий, попавших в банку из воздуха, зерновых и кефира. Кефир служит источником молочно-кислых бактерий, а также подкормом для них. На одном овсе им трудно вырасти в достаточном количестве. Овес служит источником углерода, азота и фосфора, основных строительных блоков для роста клеток, микробных и наших. Также овес богат витаминами, микроэлементами и незаменимыми аминокислотами, полезными как человеку, так и микробам. В ходе развития микробного сообщества ключевые роли в многоступенчатом процессе разложения полимеров зерновых занимаются наиболее приспособленными микробами, оказавшимися в банке. У каждой группы своя роль. Кто-то добывает удобоваримый азот из зерна, кто-то разлагает углеводы с образованием сначала крахмала, а потом и сахаров, кто-то разлагает сахара и образует кислоты и углекислый газ и так далее. Деятельность всех функциональных групп взаимозависима. Молочно-кислые бактерии, например, не смогут существовать без бактерий-поставщиков сахаров, но в то же время они осуществляют контроль над составом сообщества. Как? За счет подкисления среды и выделения специфических антимикробных веществ, уничтожающих гнилостных бактерий. Интересно, что еще в начале прошлого века медики заметили, что молочно-кислые бактерии преобладают в стуле младенцев на грудном вскармливании и практически полностью замещены гнилостными бактериями у пожилых ослабленных людей. Также и в киселе Изотова. Если кефир не свежий или условия не подходящие для развития молочно-кислых бактерий, их нишу займут другие микробы. Поэтому если банка заполнена смесью доверху, крышку плотно закрывать не надо. Иначе вы позволите анаэробным бродильным бактериям, производящим спирт, или того хуже гнилостным бактериям вытеснить молочно-кислые бактерии. К тому же большинство молочно-кислых бактерий не любят слишком высокую температуру – 42 градуса по Цельсию, а многие при ней не растут. Следовательно, чтобы поддержать молочно-кислые бактерии, лучше не повышать температуру выше 37 градусов по Цельсию. Через 2-3 суток готово. Определяется расслоение содержимого или пена у основания банки. Начинаем промывать. Сливаем воду из банки в кастрюлю через сито. Потом проточной водой начинаем промывать овсяные хлопья. Но воду после промывки не сливаем, а собираем в емкости. Цель промывки – промыть хлопья, но всю воду собрать. Из хлопьев можно сделать лепешки, а воду после промывки собрать и пусть она отстоится. Когда появятся 2 четко выраженных слоя, взвесь и вода, аккуратно слить воду и поставить в холодильник. Пить, когда захочется. Взвесь собрать в банку и тоже поставить в холодильник. Если процесс проведен правильно, то все компоненты – хлопья, взвесь и вода-сыворотка – содержат живые молочно-кислые бактерии. Я наблюдала в микроскоп за сменой микробных форм в сыворотке по мере хранения в холодильнике и пришла к выводу, что сыворотку в сыром виде лучше пить в течение первой недели хранения. В это время она содержит максимальное количество молочно-кислых бактерий. Позже они начинают замещаться другими бактериями.
В хлопьях молочно-кислые бактерии преобладают и после 2 недель хранения. Завариваем кисель. На 1 литр воды берем 4-7 чайных ложек взвеси. Консистенцию определяйте сами, кому как понравится. Ставим на мелкий огонь на несколько минут. Как загустеет, выключаем. Остужаем, пьем. Пить сколько хотите. Можно добавлять мед. Дети очень любят. Можно подсолнечное масло, все, что захотите. Если вы стремитесь исцелиться, кисель употребляется теплым. Каждый день желательно в утренние часы. Сам по себе кисель уже не содержит живых бактерий, так как был сварен. Зато содержит продукты их жизнедеятельности, позволяющие контролировать состав микрофлоры и еще кучу полезностей. А вот сыворотка – это чистые молочно-кислые бактерии. По крайней мере, в течение первой недели хранения в холодильнике. Итак, кисель Изотова – прекрасная замена дорогим и недолговечным препаратам молочно-кислых бактерий, предлагаемых в аптеке. Плюс это дополнительный источник незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов, позволяющих наладить деятельность всего организма и опять-таки заменяющих дорогостоящие препараты. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.